Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца и три главных события. Энергетика марта призывает быть нас милосердней к самим себе, просто позволить право ошибаться и идти дальше, преодолеть какие-то условности или шаблоны, как мы думали прежде, проживать эмоции более спокойно, осознанно, чтобы определить правильные и более удобные, рациональные дороги. Что мы будем делать в дальнейшем? Энергии Марта такие непростые и которые могут напоминать эмоциональные качели, они пробудут в этом перемежающемся состоянии буквально до 20-21 марта, до дня весеннего равноденствия, и одновременно это будет лунное затмение. У нас будет небольшой коридор затмений между 25 марта в Весах, это лунное затмение, и уже на апрель, 8 апреля, это новолуние всегда соответствует, и солнечное затмение в вашем знаке. Но где-то в конце месяца, соответственно, лунному затмению, но может как будто накатить какие-то эмоции или воспоминания, мои дорогие. Сам по себе месяц или конец даже месяца, здесь не предполагается, ну, какой-то, знаете, большой турбулентности. Но вот как раз с приходом апреля, и когда мы вступим в этот коридор затмений, мы вынуждены как будто что-то либо переосмыслить, либо для себя окончательно решить. И даже если нас этот период озадачит метаморфозами какими-то или даже неожиданностями, мы все равно где-то к 8 апреля можем оказаться перед своеобразным выбором. Если не мы его делаем, то кто знает, может быть, этот выбор делает кто-то в отношении нас. И у каждого в своей сфере жизни это проиграется. Так, давайте мы с вами узнаем, что нам подскажут карты. Первая карта. Что придет в марте месяце для вас, мои дорогие овны? И что уйдет? С чем вы проститесь окончательно? Три главных события. Что для вас будет наиболее актуально в течение месяца, или с какими сферами жизни, может быть, вам придется более тесно взаимодействовать или решать какие-либо вопросы. Давайте будем смотреть. И поясняющие карты достанем позже. Что придет? Надо быть очень рациональным. Что придет? Тут у кого-то, мои дорогие овны, правда, если у вас свой бизнес или вы занимаете пост какой-то, может быть проверка. Проверка самая разная, может быть, как чиновники, которые вышестоящего звена, так у кого-то и налоговые органы. Вы можете помимо проверок столкнуться, в принципе, с людьми, которые с вами не соглашаются. Где-то и ваши эмоции, они будут рваться наружу, это правда. Есть такое, может быть, или будет для кого-то из вас жгучее желание кому-то что-то доказать. Но как будто сохранять нейтралитет всегда. Единственный совет по этой карте — это у нас рыцарь мечей. Недаром рыцарь мечей, бунтарь без причины еще называется карта, пусть в другой колоде, но она хорошо характеризует символику самой по себе карты. И нам говорят, что и вас может, вы столкнетесь с такой ситуацией, когда вас к чему-то призывают или вам что-то доказывают, что вот существует истина, или идею какую-то предлагают вам как прекрасный способ заработка или перспективное дело. Но если вы вот так хладнокровно, не доверяя где-то словам, а карта советует, ты найди информацию перед тем, как на что-то соглашаться. Так вот, если вы найдете эту информацию, вы вполне можете принять для себя важное решение, что нет, то, что транслирует человек, не соответствует истине. И для вас тут один совет: нейтралитет, как я уже сказала, и поиск правды, истины. Может быть, по этой карте еще дают совет, если вы сталкиваетесь с конкретным оформлением документов или какими-то делами, которые юридически, да, вот мы оформляем, подписываем что-то. Вот здесь лучше все перепроверить. Это касается отчасти и проверок, да, как вот я сказала, проверяющие. Значит, проверьте, мои дорогие овны, если правда вы занимаете ответственный пост, все бумаги у вас должны быть в порядке. Вы должны понимать четко, где что подписал. Или где там резолюции свои подставила. Как будто себя страховать, мои дорогие, придется. Что придет, мы говорим. Ну, и вот с такими энергиями, как проверка на прочность, вы столкнетесь. А что уйдет? Что уйдет окончательно?
а вы знаете, как иллюзии могут уйти. Два рыцаря, посмотрите, не крупные сами по себе карты. Может, кто-то из вашего окружения уйдет, может быть, вы сами с этим человеком проститесь, с которым, предположим, вас даже связывали какие-то приятные эмоции или вдохновение, или, ну, что-то было добро, хорошее, светлое. У кого-то это может быть как отъезд человека далеко, насовсем. У кого-то так проиграется. А для кого-то из вас, мои дорогие овны, это проиграется. Есть правда, но она вот такая, может быть, холодная, где-то жесткая. Но я больше не хочу быть в каких-то иллюзиях. Да, это приятно думать о хорошем. И даже хочется быть как будто оптимистом, но приходится быть оптимистом среди какой-то костной среды. Давайте мы с вами посмотрим три события. Первое событие может касаться личной жизни, король кубков. У кого-то буквально могут пройти супруг или супруга, неважно, кто меня смотрит. Мы по полу карту не рассматриваем, но часто придворные карты двора говорят о личной жизни. И поэтому вот все то, что я описала, у кого-то несогласие или как конфликт, да, полярные карты, может проиграться в личной жизни. И здесь вы скорее отдадите предпочтению тому, что, ну, есть в реальности, а не тому, что вам могут обещать или каким-то надеждам, что само по себе все разберется. В целом вам придется как будто держать баланс между взаимоотношениями в социуме, взаимоотношениями в вашей семье с близкими людьми и еще одновременно решая финансовые вопросы. Давайте раскроем эту карту. Чем дело кончится? Пусть нам пояснят. Правда, деньгами кончится. Вы можете просто предпочесть, что я сейчас должен решать вопросы своей занятости или амбициозные планы, построение карьеры, расширение бизнеса, конкретно заработков или расширение моего влияния как эксперта, допустим, да, или роста профессионализма. Восьмерка Пентаклей одна из лучших колоде на деньги и на работу нам показан уже профессионал, и он как будто создает вот эти пентакли и увеличивается одновременно возможность заработать. Не, я надеюсь, это видно, как будто сидит маленькая крыска такая, это один из символов сохранения. Нам говорят, сохраняй эти деньги, как будто они тебе потом понадобятся. Прекрасный, как и профессиональный даже взлет может быть. Кто знает, может быть, потому что нет места для эмоций. Ведь кто-то из вас по рыцарю мечей может быть от начала до конца вот в таких энергиях, когда, да я вообще сейчас не хочу думать про какие-то эмоции. И вот это хладнокровие, оно для вас как новые горизонты откроет. Или откроет то, что было скрыто до того. Вы, может быть, пропускали где-то через, ну, как эмоциональный свой фон. А по рыцарю мечей нет. Это, знаете, холодность суждений и настойчивость где-то так. И, конечно, все то, что касается дела, работы, бизнеса и деньги, продуктивное время. Ну и планетарно-то оно точно так же обстоит. Чем сердце успокоится? Какие-то новости, то, что вы не сможете отложить на потом, в чем-то придется участвовать, да, это вот тот самый жизненный драйв, когда я сказала вам, скучать будет некогда. Это вы будете еще и наращивать темп, вы будете чувствовать как свою сильную позицию. И не просто на март, а вы будете чувствовать, что как будто силы ваши нарастают или возможности появляются. Поэтому правильно провзаимодействовать. Как с людьми, как я уже сказала, будь то социум, будь то ваши близкие. И решить вопросы финансов. Вот это, наверное, задача номер раз для большинства из вас. Давайте мы достанем карты совет. Где-то не торопись, у тебя тут все произойдет в свое время. Но у нас выпадает пара. И кто знает, может быть, это вы будете обсуждать какие-то вопросы по финансам с вашим близким человеком. Или у вас меняется график рабочий, и вы тоже где-то можете оговаривать этот график или, ну, к соглашению, может быть, приходить со своим близким человеком для того, чтобы себя чувствовать более ресурсным. Соглашению я имею в виду для тех, наверное, пар, у кого, ну, какие-то обязанности по семье, допустим, дети, еще что-то. Вот как меняется структура, может быть, как и семьи, так и вашего где-то образа жизни, может быть, или для кого-то из вас это будет как поездка вынужденная, я должен куда-то уехать. Может быть, это будет связано, опять же, с вопросами ваших
родственников. И такое тоже может быть. Но вообще карта говорит сильная позиция. И знаете, все, что касается личной жизни, не торопитесь. Все же нам выпала пара, чтобы не было каких-то поспешных решений. Хотя будет хотеться расставить все по местам. Второе событие, все то, что я говорила и про деньги, и про работу, карта самодостаточности и самоуверенности в хорошем смысле. Девятка пентаклей. Это та дева прекрасная, которая нам изображена, которая создала себя сама. Когда у меня сейчас все надежно, когда я контролирую процесс, как и сегодня, так и я могу в обозримом будущем тоже относительно спать спокойно. Но, конечно, не проспать спокойно, поскольку на руке у нее сидит сокол, и мы все знаем, что это та птица, которая очень высоко умеет летать. Это своеобразный прообраз того, что мы должны быть прозорливы, видеть на пару шагов вперед, как будто охватить это пространство. Не только вот в том пункте, где вы сейчас находитесь, а именно как дар предвидения, просчитать что-то, увидеть обстановку в целом, не только узко для меня, а какие-то тенденции, мои дорогие, может быть, в обстоятельствах вас окружающих, как есть ваши победы, так и нам карта говорит и сохранять победы, и еще и задача приумножать, но вы как будто останетесь довольны как и собой, так и финансовыми поступлениями на Март. Какие-то возможности, может быть. Для людей творческих вообще прекрасно. Для тех, у кого свой бизнес или вы занимаете высокий пост, правда, продвижение. А для тех, кто планирует создать карьеру, прекрасные возможности. Нечего добавить. Чем дело кончится? Тем не менее, давайте достанем такую карту. Дело не кончится, оно только продолжается, и для кого-то, правда, поездка, переезд, у кого-то очень далеко. Кто-то из вас будет планировать смену профессии вообще или деятельности. У кого-то это может быть как добавка, да, то, чем вы занимаетесь, вы поймете, что вам нужно добавить собственной популярности, рассказать о себе, как о эксперте, или о своем деле, ремесле, творчестве, и это тоже своеобразный прогресс, карта заслуженного успеха, когда у нас хватает мужества идти вперед, даже если вокруг вот так темновато, непонятно, когда мы оставляем прежние как будто берега, и это совершенно необходимо, потому что нас уже ничто не держит, как будто позади, за спиной, нам даже не хочется оглядываться. Но это не тот успех, который вот именно по этой карте, вот в этот момент, хотя нам сказали уже о вашей состоятельности реализации ваших планов, намерений. Но это уже идет как продолжение, чем дело кончится. Не кончится. Этот успех должен быть и сохранен, и преувеличен. Об этом нам как раз говорит карта. И если мы говорим про события, правда? Либо это с работой, или изучением, или смена, как я уже говорила, деятельности, или даже профессии, или, может быть, это как построение, повторяюсь, уже карьеры, или само по себе путешествие, переезд, или какая-то очень важная командировка, когда вы вообще можете переключиться на что-то другое, чем дело кончится. Не кончится дело, с продолжением, нам говорят, следует. А чем же сердце успокоится? Можно, наверное, мне уже, мои дорогие овны, никаких карт не доставать. Все в вашей власти. Очень сильная позиция. Я повторюсь, вы будете чувствовать, что да, я сейчас сильна или силен, как никогда. Но для этого вот такие холодные энергии. Если я начну проявлять эмоции, как будто все может рухнуть. Все строится на очень тонкой взаимосвязи. Как знаете, в зеркале отражаются та реальность, которая присутствует на данный момент, и ваши планы как будто с другой стороны. И вот в двух этих лучах фокуса, которые исходят словно от одного зеркала, от второго, вот у вас происходит словно магия какая-то. Это невозможно объяснить словами, потому что по нарастающей идут возможности, как и заработать деньги, как и заявить о себе миру, как и договориться со сложными людьми, решить какие-то сложные патовые вопросы, которые прежде вообще никак, а здесь они начнут продвигаться практически. Все в вашей власти, нечего добавить. Конечно, сердце успокоится, вы все контролируете. Давайте карту совет, тем не менее, мы достанем. Девятка жезлов, не повтори какую-то ошибку. Вот, наверное, вот эти энергии, они для вас совершенно
необходимы. Потому что как только вы проявите эмоциональную вовлеченность в тот или иной вопрос, вас тут же словно на крючок могут поймать. Или есть еще такой момент, это карта «Совет». Она предполагает, с одной стороны, эта карта в герметической колоде Таро называется карта великой мощи, то есть сил физических достаточно. Но с другой стороны, нам говорят, эти силы нужно применять очень продуманно, не распылять их в разные стороны, не должно быть где-то, как я сказала, повторение ошибок, так и не должны вы словно еще какие-то грабли найти, понимаете? То есть, видимо, будут испытывать вас пространство, время, может быть, подавая вам какой-то либо прежний сценарий, либо схожий с какой-то прежней ситуацией. И самое главное, нам говорят, ты отвечаешь только в двух случаях. Первый, если тебе что-то угрожает. Второе, чтобы не упустить возможности. Все остальное сохраняем сами себя. Больше карта обороны и, как совет, вас ничто не должно застать врасплох. Третье событие. И пятерка пентаклей, достаточно мелкая карта, и тут тоже два направления. Вопросы финансов, которые вы должны решить. Может быть, у кого сейчас патовая финансовая ситуация, значит, как задача на март продумать пути, каким образом осуществить то или иное ваше мероприятие, как выправить какую-то ситуацию. И второй момент, не создать себе какого-то противостояния среди людей. Даже с теми людьми, для вас это будет важно договориться, с кем договориться сложно. Не должно быть у вас врагов, мои дорогие овны. Не должно быть холодности какой-то. Вы должны, понимаете, любую, наверное, дверь или кабинет открывая, чувствовать себя, как победителем. И это не то ощущение, которое через эмоции, а это через какую-то конкретику. У вас не должно быть, знаете, вот этой задней мысли, которая иногда присутствует в нас, когда мы думаем, а как меня воспримут? А как сейчас решится мой вопрос? Нет, а тут как будто должно быть больше ваших союзников, единомышленников. Вот для этого вам достаточно, может быть, просто улыбнуться или не создать себе тех, которые будут ждать того момента, когда, мы как будто споткнулись, или того момента, когда нам подставить подножку. Вот будьте внимательны, потому что общение, люди, социум, должна быть какая-то гармония, не должно быть недостатка, как и финансов, так и взаимопонимания. Поэтому есть возможности это как событие решить. Давайте, чем дело кончится. Что из этого получится? Здесь больше, конечно, эмоций, хотя эти эмоции могли касаться вашей службы, работы. Что-то у нас не получилось в прошлом. И то, что как раз шквал эмоциональный вызвало, нам говорят, теперь это оставь позади, но саму ситуацию оставь для себя как опыт, чтобы не повторить ошибки прошлого. Это карта здорового равнодушия, поэтому нам говорят, где-то о здоровом равнодушии, которое и помогает сгладить острые углы или принять Соломоново решение. Никаких не должно быть эмоций, потому что, знаете, как гештальты вы какие-то должны закрыть, как возможно, и по финансам. Может быть, это то, что тянется из прошлого, и одновременно, как я уже подробно объяснила, по отношениям тоже не должно быть каких-то, таких не очень искренних людей. И даже если они присутствуют, они все-таки словно, пусть будут в вас где-то даже заинтересованы, если мы дело, работы, бизнес раскладываем, да, но не должно быть затаившихся. Вот это будет важно. Если затаился, то тогда тут надо исключать из своей жизни или минимизировать, если нас жизнь сталкивает, мы должны все равно общаться с этим человеком, но тогда подумать, каким образом сделать так, чтобы у него было меньше информации о вас, мои дорогие. Вы словно какую-то свою надежность должны, по крайней мере, вот этой надежности, стабильности, вы должны уделить самое серьезное внимание в течение марта. Давайте мы спросим, и чем же сердце успокоится? Вы все решите. Здесь, может, знаете, как пространство вам подыгрывает, предоставляя какие-то те возможности, которых мы не ждали. Правда, иногда приходят в виде сообщений, подписаний каких-то документов или предложений ценных. И где-то это нас может так немножко выбить из колеи. Мы можем
в своеобразный стопор, как будто остановиться и думать, а как вот что, как с этим взаимодействовать, что будет дальше. Но по прошествии времени мы понимаем, для чего это было нужно. Вот, видимо, решая вот те вопросы, о которых я сказала, вы укрепляете свои позиции. Туз пентаклей. Тут и деньги, тут и возможности, тут и ваша прочная позиция, и этим успокаивается сердце. Все то, что я говорила, просто карта подтверждает. Видимо, для вас важно. Карту совет давайте мы достанем. У кого-то буквально, может быть, в вашем окружении есть такой человек, король Пентаклей, неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины, который рожден под знаком зодиака, стихии, земли, телец, дева, козерог, или имеет там асцендент, или, мои дорогие, по луне. Или это те люди, которые в энергетике надежности находятся. Они сделали себя сами. Они тем и сильны, что они знают. Первое, у меня есть цель. Второе, есть вокруг люди и обстоятельства. Я не влияю ни на людей, ни обстоятельства, но моя цель должна быть осуществима. Поэтому, если нужно, я скорректирую мелкие планы, чтобы не упустить что-то более важное. И король Пентаклей, он всегда находит выход даже из патовой ситуации. Та символика, как я сказала, по тузу Пентаклей надежности, когда вы можете с учетом вот девятки, да, мы говорили, Пентаклей, можете видеть, как будто в разрезе событий, как и в данный момент времени, анализировать, что там было где-то в прошлом, но не через эмоции, а именно вот опыт, вот этот холодный, равнодушный. Так и оценить правильно возможности наперед. Это тоже отличает короля Пентаклей. Видеть какую-то картину полностью, понимаете, не в одном узкоколейном моменте. Больше материализма, больше рациональности, как карта совет предполагает сохранять свои позиции. И даже если где-то у нас там эмоциональный хаос будет нас накрывать в течение марта, перед вами стоят вполне конкретные задачи. И главное, есть для этого возможности. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.